Здравствуйте, товарищи, это Сергей Цветаев, шеф-редактор проекта «Эра». И у меня в гостях Юрий Васильевич Крупнов, замечательный гость, замечательный собеседник, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. Мы уже тут встречались в студии. В разговоре до эфира я получил предупреждение относительно заявленной темы. Был вообще фактически строгий выговор, но пока без занесения в личное дело. Я обозначил тему примерно так. На нас надвигается мировая катастрофа экономическая и социальная, общая такая человеческая. Вот это уж действительно я в этом убежден, что она надвигается стремительно и в силу некомпетентности самых разных мировых властных структур и в силу сползания человечества, ну, так скажем, не в сторону прогресса, а в сторону какой-то социальной, ну, я не знаю, просто социального распада. И вторая часть темы – это как Россию сделать фактически крепостью неприступной в части не только предотвращения этой общечеловеческой катастрофы, экономической и социальной, но как Россию сделать крепостью, внутри которой, вот этой огромной территории, идет развитие ускоряющими темпами как раз и социальной, и экономической среды. Мы в прошлый раз поговорили, в частности, про сельскохозяйственные агломерации, которые могли бы быть построены на основе льна. Это вот, а это всего лишь, и как и вы сказали, как я понимаю, всего лишь какой-то относительно небольшой проект, а их должно быть великое множество. Так вот, про общечеловеческую катастрофу и несокрушимую российскую крепость. Нападайте, Юрий Васильевич. Нет, я не буду нападать, просто поскольку я вас уважаю и не думаю, что вы это говорите в каких-то политтехнологических задачах, ну, то есть для пиара, для повышения рейтинга передачи, а это серьезно говорите, вот, то я, соответственно, воспринимаю это как, по сути, манифест фашиизации общества. То есть вы для меня, вот в данном тезисе, не вы как человек. Я понимаю, понимаю. Вы в данном тезисе для меня выступаете так или иначе промоутером фашиизации общества. Почему? Потому что, и причем в прекрасно сформулированном компоте, значит, первый пункт – это, соответственно, катастрофа, катастрофизм. То есть надо катастрофизм, завтра все взорвется, ничего думать не надо, каких детей рожать, если они там завтра все погибнут. Подожди, катастрофизм. Первое, что катастрофа надвигается, за порогом стоит и так далее. Уже после этих слов у 99,9% людей, да, у них все отключается, они готовы делать все, что угодно, тем более, ну, действительно, вы правы, есть много признаков всяких нехороших вещей. Вот. А второй момент, он даже более опасный. Потому что первое – это такое воздействие на население, катастрофизм, пугать катастрофой. А второй момент более опасный, потому что вы начинаете говорить про крепость, Россию, и как бы, ну, какая патриотическая душа не отзовется. И мы, и в том числе мы с вами, вот непосредственно пережившие эти 35 лет похождения или похода в Европу, в западный цивилизованный мир, так сказать, сказано. Всего вот этого, да, то есть в люди, и я цитирую наших первое лицо 2001, 2002, 2003 года, влиться в семью цивилизованных народов. Цитирую. Поэтому я к чему? Вот когда 35 лет вливались в семью цивилизованных народов, да, предавая все и вся, и бросая все и вся, и исходя с ума и так далее, и не влившись, то вроде, конечно, ну, и не влившись, потому что никто нас не ждал, а нас в это время поедали как трофей после развала СССР. Но дальше как бы после этого, ну, конечно, хочется закрыться, спрятаться, забаррикадироваться. Все эти сволочи, все русофобы хотят нам все плохого. Вся эта гей-ропа, все эти америкосы. Правда, сейчас у нас МИД и высшие чины говорят, Трамп-то и Америка хорошие. Они уж даже не Запад, Захаров, цитирую Марию Захарову. Америка – это не Запад. Ну, если на карте посмотреть, то, в принципе, идти к Дальнему Востоку, к Японии, а дальше как раз Америка. То есть, можно сказать, что Америка на Востоке. Вот. Понимаете, все это, конечно, вот это все... В зоне наших интересов. В зоне наших интересов поворот на восток. Вот. Потому что, когда Захарова говорит, что весь Запад был разъярен
значит, нашими отношениями, вот этот анкориджский дух Анкориджа и так далее, вот, то так посмотреть, если все, да, мы с Америкой против всего Запада. То, русский американец, братья навек. вот, поэтому я к тому, что это все, вот, но в этой ситуации какая патриотическая, хотя, подчеркну, несчастная душа не откликнется на то, чтобы забаррикадироваться, все Кингстоны закрыть, все туда и зажить нормальной русской такой настоящей жизнью. Вот. Но за этим что стоит? За этим стоит то, что мы пропускаем самое важное. Это почти все пропускают. Я тут в этом смысле, могу даже вас обидеть, но в этом плане ничего удивительного нет в том, что вы говорите, потому что все пропускают самое главное. Никаких обид, мы здесь для того, чтобы... А как мы будем себя ощущать как в реальности? Потому что что такое реальность? Реальность – это соревнование, не конкуренция, соревнование и соотнесение в доблести в отношении всех других возможных вариантов. Что я имею в виду? Что есть истинное знание и реальность? Самое истинное знание и реальность является настоящая война. Почему? Потому что в единоборстве и в смертельном бою ты понимаешь, кто есть ты по духу, по технологиям, по вооружениям, какой у тебя тыл. Только там ты понимаешь на самом деле, что оно есть. Да? И вспомним катастрофу 1941 года. Там, по сути, 4 миллиона потерь военнопленных, убитых и так далее в первые месяцы. После прекрасных песен, что мы там за полчаса, условно так утрирую, доктрина как звучала повсеместно, война малой кровью на поэтому чужой я к чему территории. говорю, понимаете, война, она обнажает реальность. А если убрать войну вот в ее прямом смысле, да, то реальность существования русских и русско-российской, евразийской великой цивилизации ощущается в том, как ты и что делаешь в мире. Понимаете? Планетарно. То есть, начиная с самого простого. Это ты покупаешь там Samsung или китайские какие-нибудь Huawei, да, или там айфоны американские, а сам не производишь. Все. Дальше что? Оружие, рои беспилотников, там, система управления беспилотниками, старлинки, понимаете? И ты обнаруживаешь, что ты можешь закрыться сколько угодно, но в этом закрытии ты, скорее всего, будешь деградировать, будешь абсолютно не соотносить себя с реальностью, потому что будешь говорить простые вещи. И быстро очень все идеологи научатся еще хуже, чем сейчас говорить, что весь Запад, он деградирует, мало того, что он скоро погибнет, он весь гейропеен и так далее, и тому подобное, и прочее. Но если мы ставим цели инновационного развития никакой внутри... цели инновационного развития быть не может. Почему? Заканчивать теперь вывод, суть. Да. Может быть, с этого надо было начать. Потому что либо вы лидер, как я имею в виду цивилизация наша, как Путин сказал, государство цивилизация. Вот мы либо государство цивилизация лидер планетарный, понимаете, и сдвигаем фронт планетарной жизни. Либо мы, что бы мы себе не придумывали, никакие сказки не рассказывали, да, мы, никто и звать нас никак, ничего не можем, ну, а дальше либо просто, так сказать, такой, чиллинг в этой ситуации, вот так оно получилось, да, либо придумывать всякие сказки, что мы всех сильнее, аналогов нет, 5-10, что и происходит на самом деле последние все десятилетия. Поэтому вопрос только и тигры один. наши, Вопрос только как один. говорилось, да. Помните, крупнее, злее, шерсть у них длиннее. Да, поэтому вопрос только один. До этих всех крепостей или, наоборот, открытости, да, потому что разница крепости и открытость в этой ситуации, если вы не ставите вопрос о лидерстве, он только один, что открытость, скорее всего, порождает компрадоров, а закрытость, вот эта крепость, порождает фашизм. Корпоративную слитость. Почему? Потому что, с одной стороны, люди уже обижены. Развал СССР – это такая травма, которая, как говорится, не проходит. Да? Это в чистом виде ПТСР. Вот. Да. А с другой стороны, еще тебя будут гнобить, ты еще получишь всякие уроки, и многое будет правильно. Но в итоге тебе захочется только одно – взять дубину, понимаете, но не народной войны, а просто дубину, и пойти и махать.
И вот это Туда. и есть ваша крепость. Да куда, не За важно. стену. А может и внутри, какая разница? Потому что если брать Украину, то по большому счету это во многом гражданская война. Вот и все, понимаете? Даже внутриэтническая война, я бы так сказал. Поэтому где вы будете махать, это уже детали технические. Итак, основной пункт. Либо вы выбрасываете философию, содержание, методологию лидерства и реализуете его, и что любой самый русофоб в Европе, в Америке, еще где-то там, в Японии, да, вот он сидит вечерком там, пивко пьет или что-то покрепче и говорит, ну эти русские, конечно, такие сволочи, но вот гады вот в этом они, вот тут ничего не сделаешь. Понимаете? И у нас феномен таких очень много, это, пожалуйста, великая русская литература. И плохие, и хорошие, и все читали, все. Можно по-разному относиться к философам, к выдающимся деятелям, но никто без Толстого, Достоевского, да, никто себе уже не может представить современное бытие умных, думающих людей. Да? И даже в области балета, да? Да, и второй момент, который тоже очевидный, это Великий СССР, понимаете? Кто бы как красным там, к этим Russians противным и прочим, диким, там еще, кто бы что ни относился, понимаете? Вот. Но даже Черчилль, который открыто во время войны все время призывал как бы угнобить, и, вот, так сказать, русских и прочее, да, ну, при этом ему надо было и самому спасать и Великобританию и так далее. Да, вот. Но даже Черчилль, когда шла Сталинградская битва, он говорит, я просто, говорит, весь переживаю, как это все, это судьбы человечества решаются. И, ну, никто не мог сказать, никто, понимаете, 9 мая, условно, там, 8 мая, неважно, 9 мая 1945 года, да, что вот русские, это никто, и звать их никак, понимаете. Наоборот, обсуждалось что? Надо быстрее. Зачем открыли второй фронт? Да потому что надо было остановить русских. Конечно. Кто их знает? В основном, да. Кто их знает? Пошли бы дальше и прошли бы куда угодно по любым океанам. Но выровняли бы, во всяком случае, выровняли бы паритет. Вот. Те за лужей, мы за лужей. Я к чему это все говорю, понимаете? Поэтому для меня реальность заключается в том, что ты страна цивилизации, а мы великая страна цивилизации, тысячелетний минимум такой просто конкретной, совершенно великой истории, да, с великими свершениями, с великими святыми, гениями. Понимаете? И мы сейчас куда-то там какую-то крепость запремся, чего-то туда, 5-10. Мне, кстати, вот покойный отец Всеволод Чаплин меня просто поразил. Однажды он такую статью в «Независимой газете» написал, да, вот, такой, ну, в общем, очень думающий человек, там можно спорить с ним, с чем-то. Вот название статьи. Нам до всего в мире есть дело. Понимаете? Потому что мы вселенский народ, мы вселенская цивилизация. И закупоривать нас в какие-то щели для безопасности якобы, для того, чтобы выжить. Потому что выжить, это самое вредное, что можно представить. Понимаете? Потому что выжить означает, что ты лидерстве не думаешь, лидером не будешь, и ты уже давно в отстое цивилизационной жизни. Вот, и надо выжить как-то. А это означает, что ты не выживешь. Тебя просто, так сказать, там в этой грязи будешь пока валяться, тебя сверху, неважно, там мечом или каким-то цифровым, там, условно, клопом тебя додавят. Поэтому я против вашего катастрофизма, вот, я против вашей крепости. Русские всегда были первыми и будут первыми, и более того, логика должна быть другой. Первое. И чтобы не было катастрофы, и мы с вами не разглагольствовали по эти катастрофы, русским нужно полностью включаться по полной программе мировую жизнь, национализировать государство, и русские должны преобразовать планету. Поэтому не скоро катастрофа, давайте думать, как к ней приспособиться, а скоро катастрофа, поэтому давайте мобилизуемся, чтобы ее не допустить, и навести в мире порядок. Вот что такое русский. Прекрасно. Почему мы не мобилизуемся?
А потому что вот такие люди, как вы, они говорят про выживание, про адаптацию, про приспособленчество, про то, что скоро все погибнут, и нас всех накроет волной. Так сказать, лучше сразу накрыться простыней и ползти на кладбище. Ну, это уж ладно, ничего такого я не говорю. Я искренне, нет, Сергей Алексеевич. Смотрите, но одного, как говорится, один вредоносный элемент обнаружен, это теперь дело должно пойти на поправку. Ну, а если серьезно? И я серьезно. Я все, что говорю, я говорю очень серьезно. Для того, чтобы совершить рывок, нужно, вот сегодня только об этом говорили на «Авроре», нужно изменение текущего самосознания, ментальности, потому что очень общество... Не пойдет. Как не пойдет? А как? Как вы хотите? Не пойдет. Вы опять... Как вы хотите совершить великий рывок? Вы занимаетесь вредительской деятельностью. Просто вредительской, понимаете? Потому что вы говорите... Смотрите, обратите внимание, да? Смотрите, и это вот страшная вещь на самом деле. Вы говорите... Ну, хорошо, там, надо вам лидерство, рывок, ну, хорошо. Так хорошо. Нет, надо. Нет, хорошо, рывок, да. Не выживать, рывок, да. Но теперь вот у нас общество такое, смотрите, больное. Нельзя все, ли заменить народ? Нет, народ заменить и народ нельзя. Заменить, да, все. Человек может управлять только одним, это собой. Да. Поэтому вопрос не в этом несчастном якобы обществе, да, а вопрос нас с вами. Ну, безусловно, в каждом из нас. Так и все, а что про общество говорить? Так нет, вот что вы не мобилизуетесь, и мне с утра... Вот я тут мобилизуюсь, мне сижу с на утра «Авроре». Рассказываете про выживание. Надо выжить, а как? Костер зажечь, а там куда-то поплыть, не выплывет. Когда катастрофа наступит, нас засыпет пеплом. Ладно вам передергивать. Я вам сказал о том, что, к сожалению, молодежь получает грамоту сейчас, такое надо про молодежь. за разжигание костра. А это абсурд, понимаете? Абсурд. Вы опять как бы транслируете такую позицию, что есть вы все знающий, все понимающий, все правильно делающий, и есть в данном случае несчастная такая недееспособная молодежь, которой, конечно, мы должны позаботиться о ней и так далее. Но это смешно опять. А молодежь о себе позаботится, и у них, в отличие от нас, впереди еще, по крайней мере, несколько десятков, так сказать, 5-10 там, десятков жизни, понимаете? Поэтому когда они смогут обо всем позаботиться. Они обо всем позаботятся. Хорошо. Не волнуйтесь. Поэтому не надо за них волноваться. Проблема в том, что вам и мне надо менять наши представления о реальности, да, потому что они пока не приводят к мироупорядочению, к трансформации, к миропреображению. Вот. Поэтому в нас с вами что-то не так. Вот в чем суть, понимаете? Пока мы будем обсуждать там Путиных, там Трампов, да, мы Путина Петровых, и не обсуждаем, Иванов, и Трампа тоже. Неважно. Мы как бы это все внешние картины, которые там объективированы, телевизор. Мы все равно сидим в телевизоре, только в таком более интеллигентском, я бы так сказал. А проблема-то в нас с вами, понимаете? Мы с вами до чего-то не дотягиваемся, там, своими там, мозгами, там, своим еще чем. Мы до чего-то не дотягиваемся. В этом проблема. Понимаете? И я это серьезно очень говорю. И еще, конечно, с огромным уважением к вам. Я серьезно абсолютно слушаю. Я не в плане... Ни в коем случае это не воспринимаю. Я слышу вас. Всего, понимаете? Я более того вам скажу. Да. Хорошо, вот у нас есть с вами... Это интересный эфир, немного такой странный, но очень актуальный. Вот у нас есть с вами, по крайней мере, одна общая цель. Мы ее обсудили, да, что мы занимаемся дискуссионным клубом для молодежи. Вы, кстати говоря, я лоббирую максимально название, придуманное вами, 3 на 1, очень хорошо. Тут мы совпали, мы это делаем, с конца августа мы начинаем, это у нас оговорено. Блестящие, даже не обсуждается. Спасибо, да. Благодарю отдельно за то, что вы прям максимально поддержали и вольетесь в это. Хорошо, в чем еще мы можем совпасть? Что делать? Ведь я-то говорю искренне абсолютно. И здесь вот пытаюсь вникнуть максимально в проект «Эра», в то, что нужно преобразовывать Россию, преобразовывать мир, подниматься на новые уровни. Вы абсолютно правы, что это наш общий дом планетарный. Родина, она не заключается только в том селе или городе, где ты родился, в той стране. Ты родился, ты и на этой планете, значит, и вся планета твоя родина. Да, что мы тогда должны делать? Ну, понимаете, я такой человек, в общем-то, простоватый в том плане, что... Нет, серьезно, в том плане, что меня, слава богу, жизнь вот свела с людьми, которые делают проекты. И я в этом смысле,
понимаю, что если проекты делать и реализовывать, да, то, по крайней мере, мы хотя бы можем оценить, почему не получилось там, или что. Да, согласен. А если вне проектности... Ничего не делать, то ничего не будет то вообще. это как бы такие... Нет, вернее, будет хуже. Широкие слова там. Да, или еще. да. Поэтому я вижу одно: делать проекты. Дальше очень конкретно все. Вопрос центральный сегодня. Это на самом деле, будем ли мы вместе с Китаем там, или с другими странами совместно, будем ли мы создавать и организовывать индустрии будущего, понимаете? Вот условно 100 индустрий будущего. Дальше. Будем ли мы создавать культ мультиинфраструктуры в России для того, чтобы начать экспорт мультиинфраструктуры передовых в форме городов, в форме передовых городов и так далее, самых разных, потому что, ну, когда я говорю, что будет, условно, нужно в ближайшие 70 лет будет в связи с ростом населения мировым, при том, что рождаемость, демография уже все, вот, но инерционный будет рост, нужно 3 миллиарда человек расселить. Это если миллионники, 3000 миллионников. Дело не в том, что надо в миллион города, да, пожалуйста, давайте делать little towns там и так далее. Нет, вы говорите, в принципе, ну какую-то единицу надо взять, да? Давайте, но только это просто будет уже не 3000, а 300 тысяч, да, вот. И я считаю, это правильно. И вот России нужно 100 тысяч таких городов, такой мега рынок нужно взять. Тогда мы будем говорить, вот знаете, дорогие индусы, дорогие жители Центральной Африки, все, мы можем, русские, прилететь и спроектировать вам, и построить удивительные города, которые будут как автомат Калашникова дешевые и безотказные. Вот, понимаете, вот тоже огромное направление, и это вопросы урбанизации, не мегаполис, там ландшафтно-усадебной, малоэтажной урбанизации, другие вопросы, вообще как организовать сам тип мультиинфраструктур, то есть создание того плацдарма, где мировое качество жизни и прочее. Вот, это как бы тоже огромное направление. Наконец, это же буквально ваша тема, вы же ей занимаетесь. Нет, я и говорю, да. Это хоть как-то, извините, я перебил, это хоть как-то можно сейчас воплощать в текущем моменте? Так воплощаем и работаем, потому что мы продвигаем и проекты, по крайней мере, да, то есть во многом там как-то, условно говоря, бумажная архитектура. Ну, да? пока бумажная, нет, понятно. не пока, но как бы с другой стороны, почему там как-то что-то движется, вот там я был одним из тех, кто там протолкнул космодром Восточный, например, да, там все, что можно, испоганили при строительстве, все, что можно туда, все, но космодром есть. Поэтому, как бы, ну, очень печально, но с другой стороны... Я понимаю, да, но это все-таки много лучше, чем его нет. Независимый выход в космос и первый национальный космодром, вот выражение, которое я лично придумал, да, и продвигаю, и так далее, соответственно, есть. А город Зато-Углегорск, который был, ну, по сути, когда расформировали военную часть, это там, где сегодня космодром Восточный и Зато-Циолковский. Вот город Углегорск, нынешний Циолковский, вот он не просто сохранен, он вырос. Понимаете, вот как бы конкретика. Все. Дальше сейчас вопрос. Ну, десяток проектов очень интересных, образовательных, которые позволят сохраниться целым деревням, там, в том числе в Ханты-Мансийском при автономном округе, это национальные проекты. Да? В Москве передовые там, колледжи и системы, материнская школа. И так. Все можно делать сейчас. Все можно делать. Это, с одной стороны, сложно и все, 5-10, и очень жалко, что государство, оно как бы, ну, мягко выражаясь, не смотрит в эту сторону. Вообще как-то непонятно, чем занимается, вот так скажем. Вот, но все равно все можно делать, все равно, да, и государство помогает там в каких-то конкретных моментах и так далее, слава богу, молодцы. Вот. Но на самом деле всегда было трудно. Слушайте, ну, мы говорим, вот когда я слышу, там, да, я фанат СССР, абсолютный фанат. Вот, я считаю, формула построения социализма в одной стране, выдвинутая там, по сути, ну, в 25-м, ну, точнее, в 27-м, как уже такая формула, году, да, вот, это величайший цивилизационный проект, который вообще был в истории когда-либо, да, вот, и я горжусь, что я так или иначе понимаю. Но когда люди начинают говорить, нужен социализм, что это такое? Вы объясните, что такое сейчас? Вот нужен социализм, мы все будем говорить, да, нужен социализм, халва. И что?
Понимаете? А вот как бы давайте все-таки мы посмотрим не на слова, а посмотрим на конкретные дела и что надо делать сегодня под конкретными делами. Здесь мы переходим к вопросу, в том числе и об общественном устройстве. Потому что социализм, да, социализм, но он уже сам по себе, вот слово назвал, оно не идет система действий, понимаете? И все гораздо хитрее, все гораздо хитрее. Например, как раз сегодня, если обсуждать существующее государственное устройство, я бы так сказал, что у нас сегодня как раз суть всего ужаса в том, что у нас восстановлено классово-сословное государство. Понимаете? Безусловно. А не общий народ, не когда есть народ. Вот высмеяли 100 раз советский народ, там, как новая цивилизационная общность. К сожалению, да. А я считаю, что это была вполне себе общность. Общенародность. Она не успела сформироваться до конца, но это была... При всех кривизнах, там, пятое... Это была общность. А сейчас все рады. Есть правящий класс. Есть, соответственно, там олигархия, есть, соответственно, уже выстроившиеся сословия и наследные всякие системы, и как бы, а как по-другому, понимаете? Но опять, словом социализм сегодня не перебьешь. Если опять возникает вопрос основной, что ты подаришь миру? Подаришь в прямом смысле слова. Вот. И вопрос, я, конечно, считаю, есть там платформа Крупнова, ее можно посмотреть. Вот. Но я считаю, что основное, что сегодня Россия на чем могла бы мобилизоваться и взять лидерство, это тезис о том, что нужно вернуть человеку и человечеству достоинство. Понимаете? Потому что я считаю, основное, что сделал Великий Советский Союз, он убрал любые внешние пункты, которые как бы разделяют людей по достоинству. Наоборот, он сказал, что каждый достоин. Понимаете? И когда каждый ученик, по сути, ему, пусть она понятно редуцированная, пусть сверхупрощенная гимназическая форма, но каждый ученик и каждый должен стать через педагога, через школу личностью. Понимаете? Может, как угодно к этому относиться. Я сам высмеивал, и мои коллеги по Академии педагогических наук там, в поздний советский период, да, там смеялись, сколько там говорили всестороннее развитие личности. И вот, там, сколько сторон у этого всестороннего развития личности. И это тоже правильно по-своему, но суть-то это не отменяет. Каждый человек является частицей Бога на земле, и он достоин абсолютно мировой жизни. Понимаете, не может такого быть, что там по цвету кожи, по социальному признаку, по тому, по пятому, туда, даже приступившие там законы, сотворившие злодеяния, все. Это не означает, что мы не должны относиться к человеку с точки зрения уважения к нему и достоинства. И это ключевой момент, понимаете? Когда потому что, например, меня больше всего, меня вообще, при том, что я все-таки немножко слежу там и за геополитикой там и так далее, все. Но меня, например, просто когда Трамп там не с той ноги встает, и там Иран, там Венесуэла и прочее, меня это возмущает совершенно в другом вообще даже аспекте. А просто, как так можно? Завтра я приду, кто-то придет, сосед, вдруг он, я не знаю, там напитается какой-нибудь силой, уколов себе наделает, да, и меня возьмет за шкирку, из кровати вынет, выбросит из окна и посчитает, что так можно, да. Понимаете, примерно так все и происходит. Да, но это и есть, это унижение человека, унижение. Ты можешь что угодно говорить. Ты можешь говорить про терроризм, ты можешь говорить про что угодно, но ты можешь даже уничтожать там, с точки зрения ситуации защиты и прочее, да? Но ты не можешь не уважать и не исходно не предполагать достоинство человека. Ты можешь переживать, что человек уронил свое достоинство, что человек потерял свое достоинство, да, или даже какая-то группа людей большая, все. Но это для тебя трагедия каждый раз, а не способ унизить другого. Цивилизационно, понимаете? Америка после падения второго центра силы привела мир к состоянию салона Дикого Запада. Так, а что? Нет, как? Вот так это оно и есть, вот он проснулся.
пиндосом? Понимаете, опять, я, Ну, а что? я не люблю вот это вот пиндосы, Америка. Да все. при чем здесь пиндосы? Ну, американский народ, замечательный народ. Ну, что мы говорим, Имеется в виду с точки государство зрения как правящая сила. Конечно, но я не буду другие государства обсуждать. Так и нет, и промолчу, другие тоже. Промолчу. Вот, Да, но, да. так сказать, про те хорошие, замечательные, вот, где традиционные ценности с утра до вечера и так далее. Вот. Но, еще раз, вернуть достоинство человечеству – это сегодня миссия России. И начинать все равно надо, как правильно говорил Михаил Сергеевич, надо начинать с себя. Понимаете? То есть себя надо начинать. Поэтому рискуете вы цитаты такие приводить. Да ничего, мне какая разница. Я так сказать. Но вопрос заключается в том, что вот в чем сегодня миссия России. И это наступательная миссия. Это не вопрос крепости. Другое дело, что у нас должна быть абсолютная оборонная инфраструктура современная, противодроновые системы, там антитеррористические, антинаркотические системы, которые у нас практически разрушены, как мы видим, и так далее. Да? Я про это не говорю, но это не вопрос закрытости. Понимаете? Потому что вот это все закрыто, вы же когда говорите крепость, да? Ну вот счастливы те, кто блокирует Телеграм. Они будут сказать, ты точно мужик сказал, крепость. Ну крепость должна быть. Это тлетворное влияние этого мирового медийного пространства. Будет наш Максик родной. Максик такой хорошенький, добренький. Вот, мы за Максик, да, и это все счастливы. Понимаете? Юрий Все, скажи. вот эта крепость, вот эта крепость. Это, кстати, крепость. Вот вы слово сказали крепость, я к нему очень серьезно отношусь. 2004 год, Михаил Юрьев, крепость Россия. По сути, проект сословного фашиизированного общества. Прочитайте. Михаил Юрьев – это друг Леонтьева и так далее. Да. И, друзья, так сказать, и у них и такие тараканы в голове и прыгают. Понимаете, и прыгали, но смысл в том, что крепость Россия – это проект, который как раз реализуется, он уже реализуется. Потому что каждый вас выживать надо, выживать. Бензина нет, надо выживать. А где защита НПЗ, ну не убери, отойдите, не мешайте, надо выживать, понимаете? Мы крепость создадим против этих тлетворных антиценностей Запада. Будем наши традиционные ценности. Выходит, как там, забыл это Юлия Бордовская, или как там, выходит и говорит, да мы будем в поле, как баба рожать, которая рожала в Лондоне, и говорит, мы, как традиционно у нас на Руси, говорит, вышла в поле, родила, там, бросила ребенка в сторону и косит опять, понимаете? Вот. То есть вот это все, просто безумное, вот это крепостничество, да, возрожденное. Все, это только просто суть-то в чем, вы понимаете, в чем произошло? Между прочим, Советский Союз был в определенном смысле крепостью осажден. Не согласен. И жил все годы под санкциями. Не согласен. Нет, это не все, буквально. это не он крепость, так же как не буквально. Нет, подождите. Это все это все Огонек обсуждал, железный занавес. Не крепость. за Огонек. Да подожди, это все было извне. Это не внутри говорили Советского Союза, кроме ряда дураков. Так нет, это извне навязывали. Это не крепость, а ведром тебя накрыли, там ты мышь, тебя ведром накрыли, это не крепость. Это называется ты попался, и тебя хотят, так сказать, элиминировать. Удивительно, что мы сегодня говорим об одном и том же, но почему ты потому что эти все слова, они помечены. Понимаете, мы же живем в смыслах и так или иначе в культурных форматах. И в информационных маркерах. Я с вами согласен. Информационных маркерах. Я с вами согласен. Не вопрос, при том, что я еще раз говорю, это же не вопрос. Я слышу. У каждого из нас есть свой код. Научиться его считывать – реальное преимущество в деловой и личной коммуникации. Тренинг «Код личности» даст вам простые инструменты, чтобы понимать людей, управлять общением и всегда быть на шаг впереди. Подробная информация по ссылке в описании.
Вот вы говорите о том, что миссия России – вернуть достоинство человеку. Человечеству. Это миссия, определенной серьезной такой избранности. Почему на России она лежит? У меня нет вопросов, почему. Я спрашиваю вас не провокационно, а именно в поле общего разговора. Объясняю, потому что меня это уничтожает. Вот я когда вижу... Говорит ли это о том, что другие этого не чувствуют? Понимаете... Другие народы, другие... Нет, еще раз. Нет, вопрос же тут, понимаете, не в том, кто не чувствует, да, а вопрос, и это важно, но это не единственное. А второй вопрос, а могут ли? То есть, понимаете, вопрос, могут ли? То есть, если традиция, да, чтобы... еще раз, я почему фанат Советского Союза? Потому что, убирая коммунизм, социализм, специально говорю, убирая все в сторону, да, все, построение социализма в отдельной стране. То есть, это не болтовня про самобытность, а это сама самобытность. Понимаете? Безусловно. Посмотрели и стали делать где-то криво, где-то гениально, все по-разному, все. Но стали жить своей жизнью, жить своим умом. Понимаете, и жить своими предками и продолжениями их. И в этом смысле, и, конечно, 20 век – это век и Великой Победы, и Великой Космической Победы, это век Советского Союза. 20 век. Поэтому, как в всемирной истории не бывает нетрагичность. Трагедия – это и есть, условно говоря, такое филологическое, эстетическое обозначение движения поступи всемирной истории. Да? Но и у нас сегодня, в этом смысле, у нас есть традиция самобытности. И эта традиция, между прочим, она идет еще от Илариона, из X-XI века, соответственно, на Руси, идет через Москва, Третий Рим, нравится кому-то, не нравится и так далее. То есть, это можно спорить про конкретику. Но это опять слова, то, о чем вы говорите. Можно спорить, но смысл-то все один. Вселенская монархия Тютчева, это менее известная и проработанная в его заметках и так далее. Понимаете? То есть, в этом плане мы еще и можем. Но главное, что великая русская литература, она показала, что не может человек быть довольным, да, когда унижают рядом с тобой. И это очень важно. Мы в этом, так или иначе, нас пронизывают эти токи. Смотрите, какой переход произошел. Вы абсолютно верно говорите и про всемирную русскую литературу, и про этот. Я тоже постоянно об этом говорю, что мне кажется, может быть, я ошибаюсь, может быть, и другие народы такие, но у меня острое ощущение, что в нас растворен ген справедливости. И не только от советского, а тогда, давно, он всегда. Да, он был задавлен сословным обществом, крепостничеством, всем чем угодно, но он все время в нас присутствовал. Фактически, Октябрьская революция дала выход этому, да, и как будто бы ген этот был донадстроен еще этим следующим таким каким-то, я не знаю, элементом, когда появились поколения, в которых не было гена согнутой спины, этого гена царизма, да, этого наследования тому времени, когда подавлялось. Но такое чувство народа к саморосту, самосовершенствованию, как это угодно, как ни назовите. Выходит, мы инфицированы, в лучшем смысле этого слова, буквально. Мы несем в себе это ядро, оно растворено в нас, того, что не только можно думать об этом, но на определенном этапе историческом мы совершили попытку со всеми огрехами и достигли невероятно многого. Поэтому мы сейчас фактически даже не вынуждены, мы призваны. Мы и призваны, вероятно, поэтому. Я осмысляю все ваши слова. Именно поэтому вернуть. В принципе, согласен, но еще подчеркиваю. Или как-то еще по-другому. Нет, я согласен. Сейчас не хочу тут, так сказать, прицепляться чего-то. Но еще раз хочу добавить, что мы и можем. То есть, помимо того, и призваны, и что можем. И можем. Потому что я и говорю, в нас это лет русские создавали великую государственность. И наша государственность со всем ее историческим шлейфом, хвостом великим, таким кометным, с гениями святыми, да, она позволяет нам фактически совершать все время чудеса. И это главное призвание. Поэтому мы должны совершать... Что должно послужить сейчас? Ничего не должно послужить. Кто может, тот и должен делать просто. А что служить?
послужить Мы детонатором. живем в классное время. У нас все есть, мы не голодаем, мы не замерзаем от холода в таком прямом смысле, ну, по крайней мере, пока, да. Ну, само вот. собой, это все Вот. не осуществится. Нет, я понимаю, но я к тому, что у нас прекрасно, надо просто делать это, и все. А что как бы... Потому что, ну, все время были тяжелые Нет, делать времена. теми шагами, которые доступны и возможны сейчас. Ну, они всегда ограничены. В этом и есть Ну, в той или иной степени, да. вопрос творчества и вопрос деятельности, что нужно действовать в очень узких коридорах, там и в щелочках всяких, и, так сказать, в микровозможностях. Ну, а как по-другому? Но главный вопрос, еще раз, что вопрос встает в том, что мы с вами, совпадая, вот если начало брать разговор, совпадая в общем-то, в восприятии с ужасом вот того, что происходит в мире, потому что это распадное явление, мы совпадаем полностью. Но я-то говорю, что единственный способ с этим совладать, это не отстроить какой-то замечательный ковчег, там такой, да, там, или там крепость вот в таком, в бытовом смысле. Да, я понимаю. Вот. А нужно как раз прорываться и менять это, потому что мы либо это преобразим, либо это просто так или иначе с нашими крепостями смоет там каким-нибудь Мабулем. Мабуль – это по-древнееврейски потоп. Мабуль как раз, слово Мабуль – это именно выражается нестроение, хаос, непонятная такая болотина, вот что-то такое. Вот, понимаете? То есть в этом смысле нам надо прекратить быть болотиной и Мабулем, да? И нам нужно отвратительно. Ну, нам нужно структурировать свои собственные действия, свое призвание, восстанавливать свое призвание в мире, как государству цивилизации, да, как с великой историей, как с великими предками. Вот. И ради наших внуков и правнуков, потому что это целевая функция современного общества, нам надо структурировать мир именно через восстановление достоинства человека. Везде, где достоинство порушено, русские должны, по крайней мере, говорить это и выявлять. Понимаете? Ну, начиная с себя. Безусловно. Правильно ли я понимаю, что в рамках проекта «Эра», который вам более чем хорошо знакомый, безусловно, вам изучен, правильно ли я понимаю, что в рамках этого проекта мы можем и должны говорить о таком огромном направлении, которое России вполне по силе, и над которым вы работаете, это предложение миру проектов городов будущего? Ну, конечно. Безусловно. Конечно, да. Давайте мы в следующем эфире поговорим о городе будущего. Хорошо. Прям буквально. Хорошо. Мы с вами вне эфира свяжемся, как обычно, обсудим, может быть, этот цикл там, проговорим, хорошо, это конечно, подготовимся. да. И мы понимаем, что вот наш план августа, мы вот говорим о городах будущего. Вот это очень сильно вдохновляет. Это огромный проект, и этим торговать, я извиняюсь за это слово, торговать. Нет, а я не вижу это ничего куда плохого веселее, торговать. чем торговать двигателями лунной программы, говорю, который еще Королев сделал. Это рынок, если говорить рыночно-коммерческим языком, где мы, которые в 1929 году создали первый в мире институт проектирования городов, Гипрогор, у нас есть опять и великое социалистическое градостроительство, конечно. Да, и вот об этом тоже. И это как раз то, что как будто бы само собой предложение того проекта и принятие этого проекта миром в разных совершенно его частях, это как будто бы, конечно, не само собой, в жизни ничего само собой не происходит, но как будто бы само собой и поднимает и наш уровень, дает возможность сделать ровно то, о чем вы говорите, шаг навстречу миру и руку протянутую навстречу миру, и поднимает и наше самосознание, возвращает достоинство людям, которые будут, даст, как говорится, нам Бог и Вселенная в этих городах жить. Согласен. Спасибо. Хороший эфир. Мне кажется, очень конструктивно. Я все услышал, что вы сказали. Отдельно обсудим, я возьму на вооружение. Я понимаю значение терминов, и тем более как журналист. Знаете, к сожалению, есть ведь такая штука, судно обрастает чем-то, его чистить надо. Это тоже сознание и ментальность надо чистить. Надо иногда обращаться к тому, в частности, о чем вы сказали сегодня, говорить, а почему? А почему я применяю, например, слово крепость? Разумно ли это? Я к тому, что Юрий, я слышу вас. Я Юрий, понимаю. посмотрите. Да, спасибо. Это был
Сергей Цветаев, шеф-редактор проекта «Эра». И у нас был совершенно, я считаю, прекрасный диалог с моим замечательным гостем, прекрасным человеком, очень хорошим собеседником Юрием Васильевичем Крупновым, председателем наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. Вот читаю по бумажке, пока не запомнил. Простите великодушно. Спасибо.